версия. Все, поехали, ребята. Все, вышло. Да. Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Привет, моя хорошая. Привет, ты у меня первая. С наступающим Рождеством всех поздравляю. Здоровья, счастья всем желаю. Чтобы все было прекрасно и все ваши желания сбывались. Слово мое крепко. Так, здравствуй, Ниночка. Привет, моя хорошая. Сейчас посмотрим, кто тут у меня еще. Так, качество отличное. Есть. Зашли, ребята, еще кто-то. Посмотрим, кто. Партизаны. Ничего, приятно. Мелочь, но приятно. Людочка, привет, моя хорошая. Как дела? Пока не услышу. На проходной задержали. Все прекрасно. Так и должно быть. Тебя на проходной не задерживают, да, Аннушка? Без рекламы шурует. Привет, 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 Юрочка. Привет, мой хороший. Аннушка, здравствуйте. Так. Людмила, здравствуйте. Все здороваются. Ребята, я вчера была у Ромы. Обалденный канал. Там есть программы. Юра, если интересует, зайди, там программы очень интересные для этого, для монтировки видео, для... Привет, мой хороший! Привет! И всем в чате привет! Юрий Сухарев, здравствуйте! Готовим роскошный приветик, реванш. Конечно. Так, здесь все видно. Саша, здравствуйте. Саня, где стульчик? Обо всем из жизни с Евгением. Всем добрый вечер. Добрый вечер, Евгений. С наступающим вас. Слышу вас. Прекрасно. Я говорила, что Рома Хаджибеев, Роман Н. Ребята, программы обалденные. Есть много полезного. Вадик, привет. Тигр, новинка и премьера будет. Так, Евгений, здравствуйте. Ватсон. Добрый день. Сереж. Мистика. Ой. Так, Сереж. Сереж, Ватсон, это ты? Обожаю мистику. Обо всем вас с Новым годом. Спасибо, Женечка. Спасибо большое тебе. Тебя тоже с Новым годом. И с наступающим Рождеством, ребята. Обо всем, Евгений, Анна, добрый вечер. Вадик ТВ, привет. Сергей, добрый вечер. У Вадика, ребят, хоть и парень молодой, но аниме обалденное. Людмила, у тебя наследил. Убирай, привет. Ты знаешь, Сашенька, это очень приятно убирать. Очень приятно. Вот, обо всем, Александр, добрый вечер. Для того, чтобы жить долго, ребята, иди для себя старого вина и старого друга. Евгений, привет. Ватсон. Ну, а кто еще? Я, конечно. Любовь ты моя, Серега. Давно не была у тебя, слышишь? Ты построил свою эту полочку-то?
Ремонтяс, привет, здравствуйте, с Новым годом всех. Вадик у тебя тоже наследил. Вадик, ты отвечай хотя бы на комментарии и просматривай видео. Реванш, конечно, Женечка. Ватсон, привет, это Сережа нас. А вот что за мистика? Ой, Сережка, приду, натопчу. Слышишь, напиши там хоть реванш, напиши, чтобы я закладочку сразу сделала, потому что я делаю закладки и прохожу по всем. Сереж, соскучилась. Иришку поздравь тоже с Новым годом. И мир цветов, Мария, привет, моя хорошая, привет, дорогая. А где она? Что-то я, Ватсон, ничто, зайдете еще. Зайду, конечно, напиши хотя бы привет, слышишь? Чтобы это прошло. Мир цветов, привет. Это Мария наша. Димусик, борщ есть. Я сегодня, слышишь, Вадик, для тебя колу искала, но не нашла без сахара. Чтоб, знаешь, полезное с приятным и самой попить нету. Но зато я сока купила Готовим с Людмилой. Димусик, привет. Нина, загляните. Обязательно загляну, Вадик. Так, давай ссылочку. Я сейчас закладочку. Мир цветов и растений. Людмила, доброго с Новым годом. Мария, с Новым годом вас и доченьку, и сыночка, и всех-всех-всех. Поздравляю, желаю счастья. Наберите воздуха поглубже и в камин на свечу все сбросьте, чтобы все плохое ушло и осталось только хорошее. В нашем виртуальном камине, Мария, на свече будет сгорать все плохое, то, что было у вас, и регенерироваться каждая клеточка будет в новую, здоровую, чтобы все было прекрасно, чтобы здоровье было. Это самое важное, ребята. Остальное мы купим. Я сегодня, Александр, доброго. С Новым годом тебя, Маш, поздравляет. Так, Нина, спасибо большое. И вам всего-всего-всего. Так, мир цветов, зайду. Машенька, я не заходила, честно говорю, потому что у меня была проблема с глазками. Сейчас все восстанавливается. Так, Анна, привет. Лора, привет. Леорка, ой, моя... Как я ее обожаю. Энерджайзер ты мой. Леорочка, я тебя поздравляю. Душа нараспашку. Вот именно. Душа нараспашку. Леора, закрой глазки. Подумай, что у тебя там плохое было или там прилетало. Вдохни и выдохни в камин. Пусть все улетит плохое, пусть останется только хорошее. И по мере поступления неприятностей мы их будем решать. Не можете сами, помогут друзья. Так что, Леора, с Новым годом тебя, дорогая. С наступающим. Ну, у вас, конечно, 25-го было Рождество, но все равно и по-нашему тоже будет. У нас с 6 на 7 Рождество, поэтому я с наступающим вас пока поздравляю. А потом уже Леора, зайдет Роман. Я думаю, Роман Н, если зайдет, подружись, там есть программки снятия этого экрана. Очень хорошая. Там много полезного. Спасибо большое и всего-всего-всего и вам. Спасибо, дорогая. Леора, здравствуйте. Нина, привет. Так, Леора, здравствуйте. Привет. Леорочка у нас из Израиля. Так что любитель экстремалов, на шаре покататься. Если кто не знает, то зайдите, найдите в плейлисте, посмотрите. Вот у нее там и перед Новым годом были эти выкладки много. Леора, я смотрела практически все, не на все писала комментарий. Но многие знают вот здесь, что у меня действительно была проблемка серьезная, но сейчас все восстанавливается, регенерируются клеточки и восстанавливаются. Так что не удивляйтесь, если я буду уже без очков скоро. Так, хорошо, зайду обязательно. Будет вот Роман Н. Хаджибаков. Ой, не буду врать,
Ребят, канал, конечно, бесподобный. Очень много, слышишь, Феликс у нас рассказывает, у него по программе, по этому, как монтировать фильмы, много. И он сейчас дрон приобрел. Съемки обалденные. Я вообще... Так, шалом, Александр. Вадик ТВ. Вот, Леора, ты прекрасно это с Израиля, ты прекрасно знаешь, что здесь серьезные люди, и поэтому давай прикрепляйся, пиши комментарий, смотри. А Леора это энергоджайзер наш. Пусть и дальше остается такой же. Вот, будь такой же, Леорочка. Приятно смотреть. Вот, вы знаете, смотришь, человек аж светится. Душой, действительно, вот душа светится, и хочется ее защитить, что Леора, пожалуйста, милая, не открывайся так сильно. Я понимаю, что это душевный порыв, это внутреннее, но все равно будь осмотрительным. Сбрось в камин все плохое. Сейчас такое время, что можно это сделать плохое, все выбросить и идти в Новый год с приятным, с позитивным настроем. Так, парканитесь, кто? Вадик, паркуйся вот к Леоре. Паркуйся, вот ссылочка внизу пошла. Леора влог, душа нараспашку. Для тебя это новенький человек. Дальше, кто у нас для тебя новый? Ну, Людочка, надеюсь, хочу верить, что с Людой ты уже подружился. Ребята, у Люды я не перестану удивляться, не перестану радоваться, что есть такой друг, который умеет делать и есть чему поучиться. Как делать шортики, как монтировать их, видно там все прекрасно. Так что заходите, посмотрите, очень хорошие рецепты. Так, пчеловод выходного дня, привет, привет. Анна, привет тебе от пчеловода. Пчеловод выходного дня, что-то я смотрела, подожди. У Ромы я смотрела, ты видел там есть программа, он рекомендует программу Окам, ну, на английском пишется, снятие этого экрана и приводит пример. Прекрасно, ребята, я сегодня первый раз попробовала, прям ролик сняла и отправила Роме, чтобы, как говорится, учителю похвастаться, что ученик, я способная ученица. Кола, конечно. Ой, ребят, я купила рыбу, эту толстолоб копченую, маленький кусочек, но и скумбрию наелась. Теперь на воду гавкаю. Все, спасибо, Нина, за добрые слова, но я мало что еще умею. Людочка, зайди к Роме. Уверена, что ты, увидев вот этот Common, это снятие, там есть снимать как экран. Не надо телефон настраивать, а вот именно снятие экрана. Программа обалденная, чистота вообще супер. Очень легкая в использовании. Поэтому как ее, Фильмора, или рассказывает постоянно Феликс, он не один год ей пользуется, Фильморой, но она платная. Надо ломать, то есть контрабандить, тут сломать. Но я пыталась, мне, конечно, получилось, но ненадолго. Я начала только обучение на Фильморе по Феликсу, по его программам, по его рекомендациям, по роликам. Ну и меня блоканули ее. Надо было ввести все-таки ключ, но сколько, дня 3 или 4 я все-таки ей пользовалась. Ну как пользовалась, я училась. Там очень хорошая Фильмора, ну, если взломать, это будет вообще что-то с чем-то. Но пока у меня нет времени на это. Людмила, мы все такие, не переживай.
Ой, Мария, у Людочки столько нового. Да, а добрые слова нам всем нужны сейчас. Мария, я вот от чистого сердца желаю всем хорошего. И не случайно я с 1 числа вышла, потому что, ну вот, Серега зашел, мистика там, мы поговорили. Мы живем в этой мистике, ребят. Даже глядя на природу, глядя на это мистика, голое дерево, оно начинает возрождаться, как феникс с пепла. Очень интересно. Жизнь – это мистика. Как бы мы ни хотели в это не верить, но это так. Все окружение – это... я бы могла тут целую лекцию прочитать по этому поводу, по поводу повреждения человеческого фактора, но лучше не надо. Лучше давайте очистим это все плохое. Просто представьте то, что было вам, все неприятности, ребята, и спалите в этом камине, на свече, где хотите. Плюньте в экран. Ой, не могу. Я была у Людмилы, некогда комменты писать было, а рецепты частенько смотрю. 9:12. Спасибо, Сашенька. Вот, а ссылки на Романа есть. Леора, он зайдет. Он зайдет, я, конечно, могу найти ссылочку, бросить ее, но вот, ребят, я вам серьезно говорю, что я просмотрела, но там столько для мужчин интересного. Вот Серега ушел, наш этот Ватсон. Так, как его, Роман? Сейчас найдем. Роман. Блин. Сейчас я найду. Быстренько. И сообразим. Как же его... Вот фамилию не помню. А у меня в истории есть. Ребят, я же поступлю по-другому. У меня в телефоне есть просмотры. Поэтому я сейчас прям с телефона и брошу. Если кто не знает, как это делается, с телефона бросать ссылочки, то я научу. Я сделаю ролик и научу вас. Так, сейчас зайдет. Сейчас он придет. Сейчас мы ему приглашение отправим, чтобы он действительно... Так. Сейчас, ребят, я это быстро сделаю. Где он у меня? Вот он. Все. Сейчас он зайдет и будет ссылочка. Я обычно Вадик ТВ. Есть у нас Ватсон здесь зашел. Тоже интересный канал. Так. Ух ты, Алекс, роскошный кулинарий, садоводство. Привет, Саня. Привет, Феликс. Я холодец сегодня делала. Мария, у меня холодец этот с Нового года. Одна осталась штучка. Ну, такая формочка я заделала. Одна осталась. До Рождества, думаю, не додержу. Я его захомячу. Привет, Феликс, дорогой. Ребята, заходите, если хотите посмотреть это интересное видео, интересные. У него очень полезные по Филморе, по том, как делать фильм. Так что заходите, знакомьтесь. Многие из вас знают. А сейчас с мультика едем. А вы в этот ездили отдыхать? Готовим с Людмилой не только. Приветствую вас, Людмила. Так, Феликс. Феликс проснулся рано сегодня, да? Феликс, здравствуйте от Аннушки. Так, сбрасываем все плохое за прошлое время. В камин, на свечечку.
чтобы все было прекрасно, ребята. Так, кто у нас тут? Ой, а я тоже хочу холодца же. Ужасно съели. Есть у меня еще тарелочка холодца. Обалденный борщ красный, и борщ еще есть. Сегодня купила паутинку вермишель. Я 2 дня уже слюной захлебываюсь, не могу ничего. Вот хочу, и все, хоть ты тресни. Купила, ребята, набрала много. Теперь, да, отдохнуть качество всего. Хочется всего. Да, это так, Мария. Так, Роман, Анна Волошина, приветствую вас. Ну, думаете, я готовила вермишель? Нет. Я наелась рыбы и, довольная, как слон, приготовила и бутылку воды, и стаканчик. И пью как, не знаю что. Завтра буду такой красавицей, без единой морщиночки. Как говорится, окикешь, и все морщиночки убегут. Некоторые говорят, от чего такой красивый? Да мешки под глазами это. Поотекал, и нет ни одной морщинки. Так, Ниночка, у тебя и камин, и свечка, ну и все для нас. Да, ребята, это все для нас. Сегодня я поставила свечу, зажгла уже предрождественскую, будем говорить так, свечу. Но, как вы знаете, перед Рождеством надо больше огня. Чтобы все плохое сгорело, чтобы Рождество встретить в радости, в любви, в семье. Так, приезжайте на Холодец. Я Холодец. Вот, Роман Фасадович, привет. Ромочка, привет. Так, Рома, кидай ссылочку, потому что ждут твою ссылку, Ром. Мария, вот Роман Фасадович. Роман Николаевич, привет, Роман. Роман Николаевич Фасадович. Сань, полазь, там такие идеи для мужчин вообще обалденные. Да и для женщин тоже. Мне очень нравится, что он увлекается маслами холодного отжима, рассказывает это все подробно. Есть подробные ролики по описанию программ различных. Как у нашего Феликса, у него по Фильморе, прям, ну, вы знаете, вот и тупой поймет. Ну, я уж насколько сейчас торможу, и то понятно. Я же говорю, что я взломала программу, но у меня всего на 3 или 4 дня постояла. И все, мне ее заблокировали. Но я немножко там потыкала пальцем. У меня отдельно окно было открыто Феликса. Программа, настройки, все это очень толково, ребята. Зайдите, очень много полезной информации. А у Романа Николаевича, так я влюбилась в эту кофемолку, и теперь прям брежу ей. Все, Рома, брежу этой кофемолкой. Так, плюшки Ларисочки. Алекс, привет. Роскошный привет тебе от Ларисы. Так, Ларисочка. А ну-ка, кинь Так, Анна, привет. Ну, напиши привет, Анна. Привет, Лариса. Вот не попадает, Саша. Так, плюшки, пончики, привет, Ларис. Цветочки тебе от Роскошного. У Саши скоро выйдет суп-пюре, так что, ребята, заходите. У него есть сушилка. Если кто-то интересовался сушилкой для овощей зайдите, посмотрите, есть распаковочка и у Марины, и у этого. Спасибо, Феликс, спасибо большое. Вот. Есть распаковочка у Саши и распаковочка как его, смокача, вакууматора. Прекрасно работает. И там вакууматор с чашами используют для того, чтобы мясо там настоять, и на пельмени, на колбасу. Интересная штука, ребят. Я загорелась, но, знаете, глаза заведущие, руки захапущие. Хочется все, но всему должен быть предел. Так, плюшки, Мария, привет, с праздником наступающим тебя. Юрий, привет. Так, плюшки, привет. Что у нас тут еще есть?
Я разобралась немножко, Феликс, этой съемки с экрана. Учителю отправила видео. Ну, это первое мое видео. Как там получилось, но старалась. Есть изъяны, как всегда, в первом всегда что-то, даже сама вижу их. Но ничего, со временем это все это. А вот Фильмора, конечно, это мечта. Так, что у нас? Роман вообще делает такие рекламы. Я посмотрел и сразу же заказал сапоги. Супер. Надеюсь, придут в этом году. Ой, сапоги это вообще обалденные. Они теплые. Я говорю, если бы ребята, я прям написала, если бы мои мужики были рядом, я бы обязательно взяла. Потому что молодец, умничка. У него вообще очень много. И если что-то хотите найти, прям в в плейлисты заходите. Есть общий плейлист, там все. Но есть по названиям то, что вас интересует. Откройте, посмотрите. Но вот эта съемка экрана, ребят, ну это же вообще обалденно. Можно даже ролики делать, вырезать где-то что-то и клепать. Можно все. У нас сегодня погода, ребятки, дождь валит. Ночью мороз был. Сейчас дождь валит. Но он валит с утра. Туманище ужасный. И так скользко. Если кто-то со стороны, может, и увидите, кто-нибудь снял. Я сегодня сумку, ну, у меня форс-мажор всегда. Я пошла только за паутинкой, за вермишелью и за хлебом. Я вышла в 11:30, а в 3:30 я пришла домой. 50 метров, 100 метров туда и обратно. Идти невозможно. Просто невозможно. Лед, сплошной лед. Я по сугробам, вот где есть сугробы, чтобы не упасть, так аккуратненько. Ну, сколько там я в магазине? Ну, пусть час я была. Знаете, что я отшебучила? Ну, я набрала форс-мажор. Сок был 100, а сейчас 46. Я взяла 3 сока без сахара, потом взяла набрала паутинки, о которой брежу меня Виктор Федорович раздразнил, раздраконил. И я ничего не могу кушать. Вот именно что можно с вермишелью есть. Ну ничего, я вчера даже холодец ела. Говорю, блин, котлеты есть, сердце есть. Хочу этих вермишелей. Вот хоть ты тресни. Именно вот этой паутинки. Рожки есть, не то. И я уже, знаете, так разговаривала еще по телефону, говорю, я бы сейчас эту лапшу, да еще с творожком, у меня творожок хороший, еще и с творожком, как ленивые вареники. Ну, с рожками что ела, ну, коза ты. Ну, нет, вот хочу именно с вермишелью, паутиночкой этой. Ну, короче, я набрала ее. Набрала взяла ребрышки копченые, 3, так вот ребрышка ну, немножко, я по чуть-чуть, чтобы много не брать, но там действительно мясо такое обалденно такое сочное. Но я, когда беру ребрышки, ребята, я их мою. Перед тем, как кушать, я обязательно мою. Под холодной водой, потом марлечка и повесила, пускай висят, скумбрию и копченую. Ой, Люд, я ж палочки взяла. Ты что думаешь, я сыр есть, все есть у меня. Взяла я палочки крабовые. Вот, хочу попробовать сделать во фритюре не во фритюре, а в кляре. Как ты делала. Хочу попробовать. Я никогда не пробовала это, но люблю. Сыр есть, все есть, а вот палочек не было. Взяла. И что вы думаете? У меня сумка была неподъемная. Да, еще лук по 18 рублей у нас был. Я взяла еще лука где-то пару килограмм. Ну, меня допусти. Извините, если ромала есть здесь, то как цыгана домыла. Такая поговорка есть. Вот и я набрала лука килограмма, наверное, 2 по 18 рублей. Дешево. У нас тут везде по 25, а тут завезли по 18. И хороший лук. Ну, я набрала. У меня сумка. Я ее не несла. Ребят, я ее выкинула. Потому что я ее тащила по льду. Она ехала, я забыла свою на колесиках. Но я вышла только за спагетти
Вернее, за вермишелью, за хлебом. И все. Я ж не... Но у меня всегда форс-мажор. Всегда. Я эту сумку тащила. Я ее не поднимала, потому что знаю. Поэтому я и 4 часа почти шла это промежуток. Но ничего, дошла. Так, делает такие рекламы. Ой, сапоги я смотрела, прям обалдела. Мне понравились. Очень. Ой, мой любимый, моя Индия. Хансаме, привет. Привет, я Александр, привет. Так, в новостях 20:00. Так, что будет в новостях, Людочка? Подождите, что-то Люда писала. Анечка, приветствую. Хансаме у нас зашел. Ой, спасибо тебе, дорогой. Хансаме, у нас есть тут Лиора. Вот, пожалуйста, давай. Нина, а вермишелку ты с чем ешь? Лиора, я совсем ем. Ну вот дед Виктор Федорович, у деда на кухне, он приготовил вермишель, он пупки делал. Я обожаю пупки, сердце, печенку, это вообще ливерная тетка. Но он делал именно с пупками. И вот эту вот вермишель. Ребята, ну вот как я захотела, ну не могу, у меня и рожки есть. Я вермишель эту с любым могу. Даже ее с этим, творог туда бросить, ну немножко подсластить, если кто не любит. Я знаю, вот Аннушка, она посоленее любит, влюблена. А я люблю подсластить. Но я слащу таблетки вот эти вот диабетические, я их розетовую, разминаю, посыпаю, размешала. Обалденно вкусно. Или же если есть у меня сахар, заменитель, то я пользуюсь им. Стевией, была у меня стевия, но я как-то... Вот эти таблетки, между прочим, тоже стевия, но от них нет привкуса. Если кто диабетик, потому что я ложу и в выпечку, и приготовки, так что вермишель а у меня сердце сделала на Новый год и заморозила его. Точно так же делала. Варила, потом соломкой порезала с лучком, но я поставила в морозилку. Думаю, на Новый год вытяну, майонезом помажу, оно и в холодном виде улетает прямо на ура. Я делала свиное сердце. Поэтому мне так захотелось... Ну вот, сегодня мечта сбудется вечером после стрима. Я сделаю все и буду по чуть-чуть того, и того, и того, и того. Так что... Ой, Лиора, так как ты любишь готовить очень, вот у Ромы есть как ее, кофемолка. Это не кофемолка, это шлифовочная машина. Это такая прелесть. Зайди, познакомься с ним. Анечка, привет. Мир цветов в коробочке у нас. Мария. Так, в Алмате произошел Майдан. Передали по телевизору программа «Звезда». Я видела уже. У меня, знаешь, у кого я видела? Азербайджан, канал прилетела. Ну, у меня прилетает, и вот я видела это, и я написала там комментарий, что тронулось все. Из-за этих цен мы все возмущаемся, но в Алма-Ате поднялись люди уже. Жалко, конечно, но терпения на все уже не хватает. Да, отставка правительства в КР. Но это только в КР. Подожди, Люда, поднимется везде. В связи с тем, что индексация произошла по всему РФ, а, извините, пенсия на 5,6 еще и не дали, а индексация уже прошла по ценам давно, месяца 2 или 3 уже повысилось все, то люди поднимутся, надоест говорить. Поднимутся из-за лжи и начнется. Ну, я еще когда в ноябре прогнозировала, меня спрашивали, я говорила, что пойдет оттуда, с Казахстана, вот Таджикистану, оттуда пойдет все. Волна. Мой любимый Герман. Привет, мой хороший. Я влюблена в твоих деток, в твою дочечку, в твоего сынулечка. Вот. В то, как ты готовишь. Ну, вчера я оставила комментарий. Герман, я не оставляла комментария, так как ты каналы закрыл. Вот, ребят, я не к тебе, Герман.
не обижайся, пожалуйста. Но в каналах нет ничего личного. Там просто каналы, на которые вы подписываетесь. Но при этом вы все активные у друзей. Вы стоите в числе, которое мы набираем. Если вы закрываете каналы, то закрывается, убирает YouTube, падла. Не мы убираем, а YouTube. Сегодня мне Саня предъяву принес, что я отписалась. Говорит, я закрыл канал, ты отписалась. Я говорю, боже, да я и не знала. Я зашла, там 17 минут этого стрима у него было, я посмотрела, но у него коротких нету. Очень интересно копы смотреть с Сашей. Я смотрела, там 22 просмотра, и я захожу, говорю, Саш, да я даже с колокольчиком у тебя это Спасибо. Твоя улыбка, твои движения на кухне. Ты знаешь, вот не знаю, как то, а я как вижу, как около операционного стола чистота, уют, техника. Эти пончики, ты не слышала, я кричала? Шприц возьми и туда повидло натыкай. Будет с повидлом. Ой, какие шпончики обалденные. Да там все обалденно. Ты молодец. Так и продолжай. Не обращай внимания ни на кого. Герман, иди вперед с высоко поднятой головой. Ты этого заслуживаешь. Ну, ребят, я вас прошу, откройте каналы. Знаете, как больно? Я уже не говорю за обиду, я говорю, что больно. Я и не писала комментарий, потому что увидела, что Герман закрыл каналы. Я смотрела, я просто любуюсь, как он готовит, какие блюда, как дети помогают, как сын помогает, как участвует. Вчера у Армена смотрела, он готовил на Новый год с мамой. Мама столько любви вложила, она в листьях эту долму. Боже, а наших вот такие вот манюпусенькие, целую кастрюлю. А он сел, положил с таким удовольствием, да еще с лавашом кушает. Ребят, ну как можно после такого видео не пойти и не нажраться, а? И не расстроиться, что у меня лапши не было, паутинки. Ой, я только радуюсь это. Слышишь, Феликс, если ты еще здесь, то посмотри инфраструктура Алексей с Днепра. Он тоже начал снимать, он раньше пробовал, а сейчас снимает вообще, у него последнее видео, он вчера загрузил еще новое, я не смотрела. Но видео, конечно, я не знаю, как ему разрешают это, потому что он даже близко лица там, очень красиво. Потом у нашего скептика, у Вана, тоже с дрона. Там каньон, вот последнее видео было, он каньон снимал, то есть он все снимал, природу, каньон. Ребят, я просто млею. Я возвращалась каньон, прям на медленность, не то, что вот обычное, есть там медленно, я на медленной ставила, на самой медленной, чтобы его просмотреть. Эта красота такое впечатление, что ты сам над этим каньоном летишь, и вот чувствуется каждая веточка, красотища, вообще я не могу писать. Вот у Феликса тоже он там во дворе снимал, потом на мосту начал снимать, там есть. Я могу рассказывать, конечно, бесконечно то, что я смотрела, потому что я не писала комментарии. У Машеньки я смотрела, у нее пришли цветы новые, там один сломался, она очень расстраивалась, ничего, она его посадила, я уже смотрела я не писала комментарий. Теперь я комментарий пишу. Вот такие вот дела. А вот, ребята, у Германа, как в операционной. Вот он движется даже так. У него такие плавные движения. У него улыбка это. Я просто... Вот честно, я не знаю, может, ты мне в сыновья годишься. У меня Андрюшке было 46. Вот. Поэтому я просто влюблена. Я влюблена в то, как помогают дети. Как они вырастает другое поколение, которое уважает взрослых. Это прекрасно, ребята. Вот зайдите, посмотрите. Они, когда вместе готовят,
когда общаются, вы посмотрите, сколько там внимания от детей. Какой пример дает папа. Потому что была я... Так, Феликс... Вот видите, у меня тут зависло, я... Оленька пришла. Подождите. Рафаэль! Мой мальчик мой. Как я за вами соскучилась. Оля Чумаченко, здравствуйте. Оленька, привет, моя. Рафаэль, привет. Нина, из-за твоей любви к лапше я сегодня делаю макароны по-флотски. Феликс, не поверишь. У меня, когда я готовила для оливье, я готовлю только с курицей, с грудкой. У меня много было. Ну, я сама, зачем мне много? Я взяла, разделила и положила в морозилку. Так что у меня, если я блендером или этот, как вот через мелочку, это на болгарском, через мясорубку пропущу, то у меня лапша будет по-флотски. Лучок только пережарить, вот бросить пережарить это, лучок туда и в лапшичку. У меня будет макароны по-флотски, не, лапша по-флотски, лапша, ленивые вареники, лапша с сердцем, лапша впустую, просто лапша с маслом. Представляете, сколько блюд, а? Можно еще оладушки сделать с лапши, просто их обвалять в яйце и пожарить. Ребят, вы хотите, чтобы я стрим закончила? Оленька, привет, дорогая. Привет, видела твои новогодние эти. Оль, я не писала комментарий. Я извиняюсь, в принципе, в чем не извиняться, если у меня действительно была проблема. Я не могла не читать, я видела кое-что, слушала больше, видела твои изделия очень прекрасные, вообще обалденные. Вот, комментарий не писала. Очень длительное видео, но я смотрела, мне понравилось. И в этом ты выкладывала, в Фейсбуке тоже там есть. Так, Оля Чумаченко, с Новым годом тебя, дорогая. Счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Девочка моя, вдохни и в огонь туда, вот в камин все выдохни плохое, пускай все уйдет и происходит регенерация клеток, чтобы каждая клеточка восстанавливалась. У нас это возможно все, ребята. Можно восстановить. Посмотрите у Романа видео с маслами. Не знаю, знает он это или нет, но тыквенное масло восстанавливает. Масло расторопшее, это для печени, как бальзам для сердца. Это вообще масло, я его не люблю с этого, сейчас скажу. Ой. Такие коричневые зернышки. Ладно, проехали. Кунжут обожаю, но кунжут масло сбивает очень сильно давление, ребята. Да, между прочим, у него есть с этого вино с боярышника. Пожалуйста, я там написала, конечно, очень аккуратно его, потому что боярышник, он сильно сбивает давление, очень сильно. И это не индивидуально, это у всех. И может даже быть критическое, Герман не даст обмануть, что это действительно он коллега, он знает, о чем я говорю. Оля Чумаченко, здравствуйте, от Германа. Рафаэль, привет от Так, Иван Скептик, любовь моя. Привет, мой хороший мальчик. Лариса, привет, моя хорошая. Настоящая дружба правдива и отважна. Ребят, вот у нас Рафаэль Зенединов. Зайдите к нему. Рафаэль, там у тебя очень длинный есть, я плей просмотрела, стихи, прекрасные стихи. А какие стримы он ведет, какие он делает, 3D, там всякие там просто лежишь, ребята, и улетаешь в астрал. Раф,
Я очень часто к тебе заходила, я плюсики ставила везде. Стихи я обожаю, мне очень нравится. И читает он. Он один уже из сотни именно ютубовских этих чтецов. Не думала, что это. Ну вот, есть у него. Зайдите, послушайте. Хансаме, привет тебе. Так, плюшки, Ларисочка, тебе здравствуй от Германа. Оля, добрый вечер. Ларис, привет. Сейчас я всех. Иван Скептик, здравствуйте. Вот у Скептика я смотрела этот каньон, ребят. Таня Чантибаева. Танечка, я тебя ждала, солнце мое. Добрый день, добрый вечер. Поздравляю тебя с годовщиной. Я там писала, стрим весь про это просмотрела. Вот прекрасные стихи. Прекрасно ты выглядишь, конечно, там поздно было, тихенько, чтоб это, но стихи, конечно, супер. Я не попала, но перед этим я была, ты стихи читала там про про Афган, что-то такое. Да, кажется, про это. Но я слушала, я лежала, слушала стрим, пальчик поставила. Вот, заходите, очень интересные стримы, ребята, творческие. Наша, да, Аннушку я пропустила. Ну, мою Аннушку, наверное, невозможно не знать, что она пишет тоже стихи очень хорошие. И поздравления с Новым годом. Зайдите, посмотрите. Так, привет, Зина. У тебя... Зиночка Матук, привет. Привет, хорошая. Так, здравствуйте, Лариса. Так, Александр, Саня, как там снег уже сошел у вас? Сошел, все. Готовим, мама, 24/7. Готовим с Людмилой. Здравствуйте, рада вас видеть. 24/7. Всю неделю по 24 часа. Ох, как я это понимаю. Сейчас для меня раздолье, я как кошка гуляю сама по себе. Вот, хочу сплю, хочу гуляю, хочу стримы веду. А когда были дети, когда семья была, то именно вот как четко подмечено для молодых мам, мама 24/7. Главное, чтобы тебя оценил муж. Главное, чтобы дети любили, чтобы уважали. Здравствуйте, Лариса. Таня, так, Зинаида, плюшки, Лариса. Клюм, привет. Мама 24, здравствуйте. Оля билет купила. Спасибо, Оленька. Оль, я зайду, напишу этот комментарий, потому что сейчас, вот сколько я уже, сегодня у нас 5. Я с 1 числа, с Нового года начала писать комментарии. Там я писала некоторым, но так как не видела, я тыкала, короче, писала что-то. Так, полежал 2 дня, потом пошел дождь и все смыл. Ну, это Крым, что ты хочешь. Татьяна, приветствую, хансамы. Так, Скептик, у кого-то снег сошел, а у нас валит и валит. Так, Зиночка, Татьяна, поэт, окей, да. Лариса Плюшки, Татьяна, здравствуйте, поэт, приветик. Зинаида Хансамы, привет. У нас много снега, сегодня снова идет. Танечка, у нас, так, на Алтае немного снега, вот у мамы. Больше красный. Есть и красный. Саш. Аж 8 градусов мороз. Ой, Феликс, у нас нет. Честно скажу, сейчас дождь валит. Ночью был мороз. Сейчас +3. Подожди, я сейчас покажу, как. Блин. Вот. +3. Дождь валит с утра. Ночью был мороз. Так что к нам, если в гости, ребята, то, пожалуйста, коньки берите с собой. Невозможно. Так, Оленька что-то там сведется, дорогая. Оли такие поделки красивые. А у нас весна уже. Обалдеть. Это Алтайский край. Да. Так, мама, село Михайловское. Михайловское. Подожди, у нас в Ростовской области есть Михайловская.
От нас 250 километров. Ты с Ростовской области? Так, Зинаида, приветствую. Мама, вы откуда? Вот она пишет, что с Михайловского. Ну, Михайловская везде есть. Так что... Так, это Алтайский край. Понятно. У нас весна... Чай, молочай. Есть кола, Зиночка, нету чая. Я убрала, потому что YouTube убирает чай. Не знаю почему, но не нравится ему что-то. Я проверила прошлые стримы, чаты, и там, где писали чай зеленый, чай, ну, предложением, то оставалось. А вот где просто чай, там убиралось. Поэтому я заменила, посоветовалась с чатом, мне сказали, колу давай. После Нового года, чтобы прочиститься, я написала кола. Ну и по запросам голодающих, голодных написала борщ. Так что... Так, мама, если бы вы... Ой, блин. Улетела. Подождите, Аннушка что-то писала. Делитесь с нами. Так, Феликс Х, -8 это фигня, а вот 30 это да, это вещь. Мама, с какого района вы? Я с Алтая, а у нас много снега. Да, видела, Люд, видела, класс у вас там вообще. Так, в Алтае. Мама, если бы вы знали, как мне это знакомо, дети вырастут. Да. Вот Аннушке это очень. Там у кого 1, 2, у меня 2 детей, а у кого много, у Аннушки 5, так что вот она понимает, что такое 24/7. Скептик. Так, мама, с какой района, спрашивает Людочка. Феликс Х, -8 это фигня, вот 30 это да. Это Иван шутит. Так, реванш, да, Зиночка. Так, мама, делитесь с нами. Делитесь, ребята, не жадничайте. У нас -10 сейчас. Ну вот, а у нас +3. Ночью будет... Ночью... Сейчас скажу во сколько точно, ребята, потому что я встала. 2:30 у нас было -4. 2:30. Утром поднялась, уже шпарит дождь. Ну, по окнам стучит, оно с крыши вот это вот снег, который замерз, падает. Неприятно. Легко, есть шортики у меня. Видела? Зайду еще посмотрю, Танечка. Люди, гоните снег на Украину. Подожди, лютый придет, снег принесет. Сейчас только у вас зима начинается, а потом будет и морозец, будет все. Дрова запасай, Оленька. А у тебя ж на газе вроде. Будет снег, будет. Так, не, это Алтайский край, мама. У нас +3. Сашенька, у нас тоже. У нас тепло сейчас -14. У нас было. Самое много было -16, кажется. Я уже говорила об этом. А нам обещают синоптики послезавтра первый снегопад. Вот как. Ну, то, что синоптики обещают, это по воде вилами писано, Феликс. Так что на заборе тоже написать что-то можно. Ты знаешь, как в Одессе говорят. Вареник, придешь со сметаной, а там дерево. Ну, ты понял, за что я говорю. А то не поймут по шутке. Ольга, подгоняйте вагон, нагрузим. У Люды там снега, там такая красота. Такой снегопад был, такой крупный снег шел. Феликс, у нас обычно снег выпадает на крещение. В этом году пока еще не знаю. Бывают года, что вообще проносит. Ой, Саш, как бы я на крещение хотела окунуться. Вот честно, ребят. Потому что я чувствую, регенерация пошла клеток. И да, Феликс, ребят, я рассказывала вот за огонь, за это, сплевывайте. Если у кого-то что-то начало болеть, не пугайтесь. Просто расслабьтесь и прочувствуйте. Это идет регенерация клеток ваших.
они регенерируются, и новые клетки восстанавливаются именно вот на те поврежденные, которые были поврежденные. Это реально. Наша мысль материальная. И ничего сильнее нашей мысли нет. И всякая плохая мысль пускай разобьется о нашу, как стекло. А все плохое вон в огонь. В любой. Даже можете у себя костер разжечь и посмотреть на огонь. Помедитировать. Взять вот так вот себя, как будто вы руками вот так вот раз, и все сбросить в огонь. Как будто вы сбрасываете рубашку. И начнется регенерация клеток. Так, Ватсон. В Днепре тоже +3. О, у нас одинаково. У нас +1. Псковская область. Так, Зиночка что-то удалила. Так, Геннадий, здравствуйте. Поэт, здравствуйте. Танечка, это с Галиной здоровается. Стареем, наверное. Вот и все клетки. Так, Мистика. Я ждала тебя. Я эту тему обожаю, потому что это правда. И много чего. Мы думаем, что это мистика, но это действительно так. От того, что люди не видят, они думают, что этого нет. Ребята, есть это? Есть. И сейчас время, когда вот идет нарушение, очень сильное вторжение человеческого фактора, ну, я не буду по-другому говорить, чтобы не пугать вас, а человеческий фактор – это профессиональный термин повреждения биополя человека. И вот с 31 по 13, включительно 14 число, очень сильное вмешательство. Поэтому для того, чтобы восстановиться, надо думать о прекрасном. Все в огонь сбрасывайте. Если вы на реку вышли, и река течет, пусть все по воде сойдет. Как мы по воде выходим, так все по воде и сойдет. Поэтому, во-первых, ничего не регенерируется безболезненно. Даже ребенок, когда рождается, он рождается с болями, он рождается с прохождением смерти. То есть он как бы умирает и возрождается. Это действительно так. Идет там 3 уровня прохода у ребенка, но ничего просто так не дается. Поэтому, если у вас болит что-то, подумайте, что ваши клетки регенерируются, омолаживаются. Вспомните себя там в 20-летнем возрасте. Что-то мне заело в 20 лет, и все. Или я скоро до памперсов сойду на молодость. В зеркало будет страшно смотреть. Поэтому вспоминайте себя молодым. Не думайте, что вас крышу снесло. Нет, это я вам как профессионал говорю. Даже рекомендуется в психологии, чтобы повесить фотографию, тех, кто хотят похудеть действительно, фотографию свою повесить на холодильник. И когда вы подходите, подсознательно вы ассоциируетесь с той фотографией, и у вас аппетит пропадает. Еще один метод. Просто протрите глаза. Иной раз обманывают глазки нас. Вроде бы мы голодные, выпейте стакан воды, просто немножко, и вы поймете, что вы не голодны. Здесь очень много методов. Иной раз люди заедают свою печаль, свою боль, свою тревогу, заедают едой. Повесьте на холодильник свою фотографию молодую, и пускай ваши клетки регенерируются, превращаются в молодые клеточки, чтобы все восстанавливалось. Поверьте, вы только на слово можете поверить, что клетки возрождаются в миллисекунды. Но каждый чувствует это по-разному. Так, старинная. Нет, Ватсон, нет, Сережа. Так, усадьба с Галиной. Привет, привет. Так, Галочка, привет. Зинаида Лоренц, душа нараспашку, привет. Геннадий Иванов, пальчик нажал. Спасибо, Геночка, спасибо, Геннадий. Очень много новых здесь для тебя есть. Вот усадьба Галины, Зинаида Матук, Леора.
Пожалуйста, новенькие, проходи по ссылочкам, оставляй свою ссылочку, пиши кола, пиши борщ со сметаной. Вот. Всем хорошего вечера. Спасибо, Леора. Тебе тоже приятного вечера. Удачи, любви, всего самого наилучшего. И оставайся сама собой. Так, что у нас тут еще? Да, лес рядом, и каштаны есть, и дуб есть, и бук, и ясень, и груши дикие есть, и яблони. Так что дров хватает, осталось только дровяную печку приобрести на всякий возможный случай. Я не могу, Саня, Леора, иду к вам. Ой, ребят, зайдите к Леоре. Вот вы просто, даже когда она начнет говорить, вот ссылочка ее, заходите, можно ссылочку на канал, видео. Вот есть это мама 24/7, бедненькая моя, бедное дитё. Зайдите к Леоре, ребят. Но это энергоджайзер, просто. Молодец. Я всегда, когда смотрю, прям радуюсь, говорю, дай Бог, чтобы все было прекрасно. Так, борщ зеленый. Вот ссылочка на Сашу. Так, реванш. Таня Чанчебаева, ребята, поэт, тоже и стримы интересные ведет, и общение, и эти пошли сейчас у нее шортики, штаники. Учитесь у Люды. Еще раз говорю, те, кто готовит, те, кто даже что-то другое делает, учитесь у Люды делать шортики. Так, у меня есть видео с каштанами почти... обалдеть, видела я. Но у нас нет таких каштанов. Герман, я в Болгарии ем каштаны эти. В Болгарии там привозят мне каштаны уже печеные. Я очень люблю печеные. Они как картошка, но они вкусные. Или жареные на этом. Прям на плите жареные. Ну, там свои плиты жарят. Вот. Александр Саня, лучше всего купи тандыр. Это очень полезная штука. В тандыре все намного вкуснее. Да-да. Или загляни вот Герману, посмотри, какой у него казан, афган-казан. Обалденный. Обалденный. Ой, прелесть моя. Герман, приятно заходить в твою операционную. Я готова быть этим больным на том столе. Ой, не могу. Герман, открой каналы, пожалуйста. Ребят, ну вот, вы знаете, я сегодня Саше уже копу писала. Герман, может, ты мне объяснишь, зачем закрывать каналы, если там нет никакой личной информации? Ниночка, а когда ты бываешь в Болгарии? Феликс, я практически каждый год бываю. Но вот это вот с этой коровой я не была уже 3 года. А так я каждый год. Я вела курбан вместо Ванги. Мама, спасибо от Гали. У Германа есть тандыр, тоже фирменный. Он стоит у него слева от стола. Я даже могу... Герман, я, наверное, лучше твою кухню знаю, чем ты сам. Где что стоит? Но казан у него стоит, вот стол стоит, а вот с этой стороны, ну, я как смотрю, то у меня слева, там стоит этот казан, он блестит, как у кота яйца. Но я знаю, что он готовит в нем много чего. Так, усадьба Галины. Феликсу привет, для настроения, спасибо. Надеюсь, это без сахара. С на фруктозе. Вот, для настроения. Оленька, я считаю, что закрывать каналы – это большая ошибка. Феликс, я тоже так считаю, но своих мозгов ты не добавишь. Но это, понимаешь, вот все понимаю. Там что-то где-то скрыть видео. Сделать его малодоступным только по ссылке. Но каналы можно в сообщество ничего не вылаживать. Можно в описании канала что-то написать, изменить или все убрать нафиг. Но каналы для чего закрывать? Ведь Юта предупредила, что убирает.
И когда ты знаешь, что ты любишь этот канал, что ты, Нина, вы прелесть, Танечка, не настолько, насколько бы хотелось. Хотелось быть лучше. Потому что я очень часто обижаюсь. Не обижаюсь, я просто, знаешь, вот, ну как объяснить? Это не обида, это боль. А боль от того, что я не понимаю. А если я не понимаю, мне хочется у кого-то спросить, чтобы мне объяснили тупой бабе. Почему вот так происходит? Я уже в Ютубе, я задавала вопросы. Ну для чего? Ведь раньше все активные были и с закрытыми каналами. А потом Юта сделала правило, что все должно быть открыто. Да, в принципе, информации в интернете дофига и больше. А в каналах там ничего личного нету. Ничего, просто каналы, те, на которые ты подписан. Все. И я не понимаю. Саша сегодня написал мне это, что я отписалась, так как он закрыл каналы. Я говорю, капец. Я только узнала, что Саня Коп. Я очень люблю его с Украины, Саня. Это когда на коп идет, наржешься. А когда еще он отдыхает там где-то с ребятами, очень интересно. Так хочется вас видеть поближе. Галя, что не видно? Я сейчас подожди, я увеличу. Я тетя не мелкая, ну вот поближе оно тогда елочку скроет и Сейчас я увеличу. Вот такая я. В естественном виде. У меня были где-то видео Слышишь, Галочка, мне удивляет, обычно у меня все, вот даже сегодня я встретила на улице одну, и она говорит, Нин, скажи, пожалуйста, почему так хочется тебя обнять? Я говорю, так обнимай. Обнимашки это прекрасно, это здоровье. У меня внук, когда просыпается, вот когда я в Украине была, он просыпается, он прибегает, когда я еще сказала, что 8 обнимашек, ребята, это улучшение энергии. Очищение, это передача любви. Именно 8. Могу сказать почему. Переверните 8. Это бесконечность. Так вот я желаю всем, я вас всех обнимаю. И желаю всем обнимашки с утра почаще, 8 раз. И вот у меня внук прибегает и говорит, бабуль, обними меня 8 раз. Ну, я как-то кому-то на сеансе рассказывала, клиенту какому-то, а он услышал, потому что у меня частная практика была, я дома принимала, и он услышал это. А на тот момент в той семье была проблема именно конфликта. Не надо ничего говорить вообще. Молча обнимите. Вы почувствуете, что дойдя до 8 раза, ну вот так вот, раз обняли, перевернули в другую сторону, вот так вот, вот так. Когда 8 раз обнимаете, вы почувствуете, насколько у вас душа раскрывается как лотос. Это непередаваемо, ребят. И мне, знаете, я тебя уже обнимаю. Я вас обнимаю всех. Привет, как дела? С наступающим Рождеством. Вот, Феликс, под тобой. Инфраструктура обозреватель Алексей. Зайди, посмотри. Алёш, я не заходила. Сейчас вот я ссылочку возьму, солнце мое. И я сделаю посмотрю последнее твое видео. Потому что то видео, которое я смотрела перед этим, ну там полчаса, там дороги, ты еще так красиво это все сделал. Зайди. Я провел эксперимент и доказал, что когда канал открыт... Сейчас, подожди, вот мне вот это вот... А то ж это для тупых. Ниночка, я тебя обнимаю, Галочка. Я вас тоже обнимаю. Так, провел эксперимент и доказал, что когда канал открыт, на нем меньше маркетинга. Когда я закрыл канал, количество просмотров и подписчиков выросло. Канал закрыл по умолчанию. Да, я понимаю тебя, Герман. По умолчанию канал закрыт. Но Юта в правилах пишет, что каналы должны открыты быть, потому что тогда вы не активны у своих друзей. Вот я захожу к тебе, я активна. Хотя я смотрела, я же тебе говорю, что я твою кухню знаю лучше, чем ты.
Я не писала комментарии. Я плакала, я смотрела и говорила: солнце мое, красавец, ну что ты это? Это глупости. Я не знаю, как ты проводил этот эксперимент, но подписчики не идут, они уходят от закрытых каналов. Выросло подписчиков, потому что у тебя интересный канал. Потому что твоим каналом делятся. Посмотри в Фейсбуке. Посмотри, у меня есть группа в этом Фейсбуке, также он называется, я не переименовывала, «Реванш с Ниной». Там очень много делилось, если сейчас... У меня вчера заблокировал. Я кричала: Аннушка, дай пароль. Я выложила ролики, поделилась, выложила в группу и в Facebook. Вчера захожу, вечером уже после этого, после стрима захожу, а у меня ваш канал заблокирован на 24 часа. Я через 24 часа вошла. Ну как, попыталась. Мне пишут: вы очень много... Как же написали? Очень... Блин, я не сфотографировала. Очень много лишней что-то информации в этот... опять пароль. А у меня пароль записан, я его сменила. Но пришлось опять все это восстанавливать. Они думали, попали на девочку, а фиг, я уже бабушка. Так что, нет, я не знаю. Я и не одна, мы с ребятами проводили эксперимент по поводу этих лайков. Мы один стрим, прям вот этот, я просила, как зашли, сразу лайк ставьте. Второй стрим я просила, что посидите хотя бы минуты 3-5, потом лайки ставьте. И так мы, я не помню, Феликс, сколько, 2 или 3 раза делали. И когда просмотрела вот все эти стримы, там, где они ставили сразу лайки, они улетают. Их не засчитывают. Хотя YouTube пишет в правилах, что вот эти вот просмотры считаются только во время сеанса, во время прямой связи. И лайки, все. Очень сильно YouTube списывает эти просмотры. Я закрывалась позавчера, 166 просмотров у меня было, когда после анализа уже YouTube моего стрима оказалось 80, то есть 80 у меня просмотров убрали. Утром просыпаюсь, у меня 130 чем-то просмотров. То есть кузнечики есть. И когда сразу входят и ставят лайк, он улетает. Его не засчитывают, даже просмотром не засчитывают. Представляешь? Поэтому, хотя человек общается. Ты сначала берешь товар, за него платишь потом деньги. Бывает и наоборот. Платишь деньги, а потом получаешь товар. Но в Ютубе надо сначала посмотреть, а потом оплатить. Так же, как ролик. Сначала смотришь, изменений нет, я уже проверяла. Сначала смотришь, пишешь комментарий, ставишь лайк, потом подписываешься и прожимаешь колокольчик. Если ты выполняешь вот эти все 3 требования, то YouTube тебя подписывает автоматически в активные люди. При этом у тебя должен открытый канал быть. А то, что ты знаешь, я не знаю. Да даже вот, Герман, честно тебе скажу, дорогой мой, я и не буду пытаться. Не буду пытаться, потому что знаю, что я смотрю всех много, и если я закрою каналы, то спишет YouTube, у них спишет, у тех, кто на монетке, монетку спишет. И это я показывала на стриме, когда позакрывали каналы, когда я прям плакала, что ребята, вы что, блин, обалдели, что ли? У меня списали, откуда, что? А потом обратила внимание, что мне улетело там 10 человек. Когда начала проверять, увидела, кто. Герман, я честно плакала. Мне больно было. Потому что я там по 200 просмотров, ну, много очень и смотрела, и просмотры я еще и помогаю там со временем, совсем. Но когда потом набирают и закрывают все это, больно. Честно. Прямо сейчас говорю, аж так, не очень. Я не буду. Не знаю, как. Это твое право. Герман, только твое. Привет, Алексей.
Так, усадьба, Ниночка, я тоже тебя обнимаю. Герман, правда, лайки считаются через некоторое время просмотра, и это имеет смысл. Человек должен ставить лайк после просмотра контента, а не до него. Вот это мы проверяли. Но у нас была еще одна проверка по поводу того, что Юта нас обманует. Пускай Феликс даже скажет. Он мне даже просил тогда на стриме не говорить, я убрала это все. Но у многих говорят, что вы полностью не смотрите. Вы там, я смотрю, а ты не смотришь. Ребят, я смотрю полностью. И я это доказала. Вот, Зиночка, может это. Я прям включала ролик на обычная скорость. Я не увеличиваю, если там не больше 30 минут. Я могу, вот Таня, это поэт наша, я смотрела. Вот некоторые данные для измерения YouTube. Процесс зрителей в первые часы публикации. Процесс зрителей через 30 секунд. Я только за это хотела тебе сказать. Процент зрителей в конце видео. Я за это тебе хотела сказать. Обманывают. Обман. Мало того, мы поймали Феликс, Саша, Зина. Я могу уже назвать этих людей, потому что мы все это проверяли. Я выходила на стрим, говорю, ребята, ну не может быть такого, ну что же это такое? Там есть в течение 60 минут, даже поминутно проверить, сколько смотрел человек. Понимаете? Можно это в творческой студии, даже в телефоне можно сейчас проверить. Сколько человек смотрел ролика. И когда я 13-минутный ролик смотрю от и до, а человек проверяет и говорит, что 4 минуты, ребята, это абсурд. Когда у Зиночки были ролики, там 5 минут, я смотрю, показываю, говорю, смотри, Зин, 5 минут, потерпи, пожалуйста, 5 минут. Потом, пишу комментарии, ставлю лайк, все как положено. После этого, через какой-то пару минут, говорю, зайди посмотри. Она говорит, Нин, 1,5 минуты. Я говорю, ну вот, спасибо за витамины, чай, привет. Людочка, я и мои рубрики. Кола есть, чая нет. Да чай сейчас после этого, после Нового года как-то надо прочистить трубы. Кола чистим. Спасибо за витаминчики, Оленька. Так, там у Оли какие-то витамины. Нина, здравствуйте. Здравствуй, Люда. Здравствуй, Людмила. С Новым годом тебя. О, клубничка. Так, у кого я смотрела торт с клубникой? Помните, у меня ролик был, я маску делала с клубники, это мне Любочка принесла, и я взяла, закатала, просто взяла, она говорит, ты что, снимаешь? Я, говорит, нахер пошла. Я говорю, ты что делаешь? Я же снимаю. Ну, короче, я в прошлом году, позапрошлом, вру, в прошлом году не было клубники, ну, не делала. А в позапрошлом году я сделала 2 баночки клубники для на этом, как его, сахар, господи, фу, с фруктозой, клубнику. Типа варенье такое, И вы знаете, у кого-то я смотрю, 1 банку я съела, месяц, наверное, прошел или 2, клубника закончилась, а мне, прет клубнику хочется. И я съела. А это заставлено горошком было все. И у кого-то я смотрела торт. У Люды, кажется, у нее там розочки, елка. Она делала безе, потом там такое красненькое. И у меня вот ассоциация клубника. Я вспомнила, что у меня есть клубника, банка стоит. Я полбанки навернула. Так что витамины прекрасно. Так, я и мой рульчат, привет. Пожалуйста, у меня много клубники. Где там, посмотрите. Галь, я была у тебя. Галь. Так, борщ. Так, Людмила, где у меня? Так, Галя. Так. Сейчас какие ссылочки? Люда, я и мои рублики. Иду к тебе
Я сейчас не иду, я просто закладочки делаю, а потом... Так, готовим с любовью. Ребят, зайдите вот к Герману. Даже если у него и этот, как его, закрыты каналы, зайдите, посмотрите. Вы море удовольствия получите от того, как он готовит, сколько любви он вкладывает, сколько души он вкладывает, как это. Последние пончики были, правильно? Но я, честно говорю, я в последних написала комментарий. До этого много интересного. Так, у Людочки у меня клубники и лесной, и домашний. Полная морозилка и камера. Люд, у тебя, я не знаю, что-то только нету. Зайдите этот... После чебуреков ты же ничего не выкладывал, потому что я выходила это. Нина, я вернулся. Ребят, вот у нас инфраструктура, обозреватель Алексей. Поддержите его. Так, клубника и... Тоже много наморозила. Нет, я не морозила в прошлом году, потому что, во-первых, не выходила, во-вторых, у нас мало было. Ну, а в-третьих, как всегда, времени не хватает. Алексей, здравствуйте, борщ. Алёш, зайди к Людмиле. Посмотри у нее на чебуреки последние. Ну, у нее там много чего есть, очень это... Я не помню, под елочкой я ставила, нет. Ну, короче, Люд, я смотрела, но это... Елочку как украшала ты, и сверху розочка эта розовая. Ну, я бы краски добавила розовой, чтобы поярче было. Но красивая. Ее съели? Да, у меня тоже в морозилке много клубники. Галь, ты ж наша гуковская. Галина, привет. Людмила, я и мои рублики. Так, Людмила, я не помню, ссылочку я заклала или нет. Галя... Усадьба Гали. О! Есть. Так, Людмила, я и мои рублики. Инфраструктура, мир цветов, Вадик. Так, есть все. Ну, Роман у меня тут это... Не знаю, выдержит у меня или не выдержит. Да, мать его, так. Мы его по новой сделаем. Так, есть быстрый завтрак с крабовыми палочками в лаваше. Ну, Люда, теперь ты меня не удивишь ничем, потому что я взяла крабовые палочки. Готовятся они очень быстро. Ребят, зайдите, посмотрите с сыром в этом... блин. Ну, короче, зайдите и посмотрите. Крабовая палочка разворачивается, туда сыр, и это быстро готовится. А этот быстрые крабовые палочки в лаваше. Это не проблема. Главное, крабовые палочки есть. Хлеб есть у меня домашний. Я его просто вот как лаваш. Можно его раскатать, и он будет тонкий, как лаваш, и сделать. Так, Людмила, привет тебе от этого. Вот Татьяна Чанчибаева. Алеша, вот Таня Чанчибаева, поэт. Посмотри у нее, пожалуйста, тоже. Зайди, познакомься. Ребят, парень очень толковый. Посмотрите, какая у него съемка. Не, наша молодежь вообще прекрасна. У нее можно учиться. Так, борщ, конечно. Танечка борща хочет. Приходи, угощу. У меня уже позавчерашний, но я обожаю его. В холодильнике. Я, ребята, всегда, когда приготовлю, я ставлю в холодильник. Вот даже теплый, там горячий, в холодильник, больше я его не грею. Я сколько мне надо взяла, в микроволновке разогрела. Он как свежий, но настоявшийся. Я люблю вчерашний борщ. У меня все друзья знают об этом. Поэтому, когда вот в Одессе, я ж больше 30 лет в Одессе прожила, поэтому, когда в Одессе кто-то борщ готовил, знают, что я не могла. Ребята, всем спасибо за общение. Так, кто у нас убегает? Всем спасибо за общение. До встречи. Оленька, здесь есть много новеньких. Ребята, зайдите, еще раз говорю, к Ольге Чумаченко. Посмотрите, какие у нее прекрасные работы, особенно новогодние. Это чудо. Какие бычки у нее любимые. Там все это сделано, связано своими руками. Борщ красный. Моя любовь пришла. Нет, у меня ориентация правильная, но эту женщину люблю.
Ну вот хоть ты тресни. Привет, Фай. Привет, хорошая. Ты мужа поцеловала? Реванш. Оля, до встречи. До встречи, Оленька, до встречи. Так, усадьба Галины есть закладочка. Цветы от Фаины. Закладочку делаю, потому что я не это. Галина, здравствуйте. Фая, Рома здесь есть у нас. У него есть хорошая программка по поводу съемки экрана. Мне понравилось. Я еще ее не разогнала, но уже попыталась сделать вид. Фаечка, здравствуйте от Люды. Оля, давай дорожку. Так, Людмила, привет. Фаиночка, привет, моя хорошая. И пока-пока. Оля убегает. У нее там муж ждет. Не задерживаем. Ой! Знаете, что я еще купила? Ребят, я зашла к Марине этой Пустоваловой. Они с Саней кушали как раз и этот мукбанг и разговаривают. И она делала эти арбузы. И я как-то спрашивала у нее, ну, заходила, смотрела, как они, вкусные, невкусные. А тут они едят обалденные арбузы. Ребят, захожу я в этот, ну, думаю, надо где-то себе достать, я не знаю где. Захожу в магазин у нас в Аксине. Представляете, у нас в этих, в таких ведерочках порезанные арбузики 110 рублей. Арбузы эти соленые. Ребят, я взяла. Ну, если не покрутите так, то я сама покручу. Так вот, я арбуз, рыбу, толстолоб копченый с хлебом с таким удовольствием захомячила. Может, поэтому я и пью очень много. А я сегодня опять на работе. Да ты что, удачной тебе работы, распродать все там цветочки и заказать новые. Всем пока, хорошего общения. Галочка, до встречи. Во. Так, усадьба Галины благодарит вас за внимание и просит прийти к ним в гости. Посмотреть. У нее там очень много клубники. Надо пошарить по летнему огороду. Так что заходим, смотрим. Так что я арбуз. Я же говорю, если я хочу, значит, того Бог хочет. Ну вот я увидела, и все. Но захотелось мне соленых арбузов. Ребят, очень вкусные. Так что, буковчане, у нас в Аксине в этом ведерках соленые арбузы. Очень вкусные. Я уж попробовала. Тебя тоже горячий поцелуй от Ришата. Так, а ну передавай. Ой, аж потела. Галина, до встречи. Так, пока-пока, Галочка. Обнимашки. Не забывайте утром обниматься с мужем или с детьми. Ничего не говорите. Пускай они почувствуют тепло и любовь вашего организма. Охота. Капканы что-то. Ребят, новый канал у нас. Так, капканами 159. Реванш. Охота. Паркуйтесь на моей площадке. Я зайду, обязательно посмотрю. Желательно, чтобы все было, как говорится, люблю новых друзей. Охоту тоже люблю. Охота и еще раз охота. Не то, о чем вы подумали. А охота, рыбалку обожаю. Ой, ребята, обопьюсь водой. Но, слава богу, есть у меня в этом бювете, в кулере, 2 бутылки 20-литровых за сколько? Сегодня 5-е. Я заказала 29-е. Ну, за неделю 2 бутылки. Это надо заказывать сегодня. Закажу. Вот, Михайловна, здравствуйте. Так, Людочка у нас пришла, наверное, да? Охота. Капканами 159. Ну, посмотрим. Ну, что, если разрешено, то не запрещено. На то на и жизнь. Не можешь руками поймать, лови капканом.
Но на капканы, я помню, смотрела у кого-то этих барсуков ловят, вот эти вот водные крысы, как их, капканами ловят тоже. Ну, иной раз их тоже отлавливать надо, а за ними не полезет, вот и ловят капканами. Так что, может, даже я с вами. А я сейчас проверю, посмотрю. Охота капканами. Ха-ха! Дорогой мой! А я ведь с тобой. Так, так. Я с тобой. И, похоже, я не раз с тобой на охоту ходила. По поводу барсуков, видно, я у тебя и видела. Смотрела. Но так как я уже куки чистила, то я сейчас историю зачищала. Да! Да, я была с тобой. И не один раз. Мы это давно знакомы. Вот только... Слышь, ты переименовал канал? Угу. Блин. Охота? А мы-то с тобой знакомы. Борщ Фаина захотела. У меня борщ вкусный. Охота капканами. Это наш старый друг. Да, Люда? Я только сейчас вот увидела это. Зашла, у меня колокольчик. И я ж, помнишь, вот сказала, что у меня есть, я у одного смотрела на барсука, он ходил там на волка или что-то такое капканами. Но я смотрела у кого-то это. У наших, конкретно у наших. Но я натопчу. Я люблю такое. Люблю рыбалку. Открытых дорог. Так, охота капканами – это наш старый друг. Ну, Люд, многие переименовались. Яркого настроения, добрых людей на пути. Боже, Танечка, вот что Таня, что это, как ее, Аннушка моя, та стихами, блин, прям от души. Такие красивые стихи пишет Аннушка. У нее столько стихов, поэмы там. Ребят, когда она читала, это вообще... Она мне тоже на день рождения подарила. Стихотворение есть одно. До слез. Такое впечатление, что она со мной рядом всю жизнь прожила. Это открытых дорог. Я знаю. Ну все, охота. Я зайду еще раз. Сейчас куницу ловим. Понятно. Ну, значит, я с тобой была, вот на бобра ходили, волк, там что-то с волком связано. Ну, я давно была, честно скажу, но я сегодня посмотрю. Я люблю такие вещи. По лесу полазить, это, вот знаешь, такое впечатление, что под ручку по лесу гуляешь. Так классно. Нет, астральное перемещение, а когда еще смотришь вот это все. Но когда я летала над каньоном, ребята, в самом прямом смысле, что я парила. У меня тело было легкое. Я, когда у скептика видела это, я вообще в ауте была. А потом захожу и снимает этот Алеша дороги. И у него тоже. Михалыч, а что с куницами делать? Мех? Ну, мех это ценный мех. Так, Ниночка, извини, надо бежать дальше. Дважды дед обижается, что не захожу. Всем здоровья и удачи. Я у деда уже была, это он второй стрим открыл. Он там написал, что проверяет телефон, но этот, ну подожди, он же в позапрошлом с телефона стримил. И у него не было 1000, он стримил с телефона, все это нормально, а сейчас опять... Ну ничего, я была у деда. Я ж там с Саней схлестнулась с этим скопом. Он сказал, что я от него отписалась. А я не отписывалась, он просто закрыл канал, и Юта убрала это, у меня убрала его. Но я не знаю, я не отписывалась. Я зашла, проверила, 22 у меня этих сообщений, у него не по 1 минуте, а там последний я вот смотрела, стрим у него 17 минут. Так что мех перекупы берут. Но мех, наверное, сам, Михалыч, ты выделываешь. Ну, мех выделывают.
Музыка ютубовская, так что не переживайте. Понятно, Михалыч. А волка? Для мумии или как? И шкура волчья тоже ценится, наверное. Но то, что барсуки, это барсучий это мех, это я знаю. И жир барсучий. Вот там ты и рассказывал, кажется, про жир барсучий. Так, понятно, Михалыч. Ну, что у нас тут? Так, Михалыч, Люда, Феликс, Охота и Танечка. А где же мои модеры? В партизанах. Так, понятно. А где моя Аннушка делась? А кабарга у вас есть? А что с куницами делать, мех? Так, Диночка, извини. Ничего, ничего. Спасибо тебе большое, Феликс, что ты забегал. О, 7-й появился Феликс. До встречи, Феликс. Ребята, заходите, вы увидите у Феликса много интересного тоже. Мех берут. А сам ты ничего не делаешь смеха с этого, Михалыч? Наготовили тушенку с сука и бобра в автоклаве. Обалденно вкусно. Да ты что? Ну, Люд, вот то, что барсучий жир, он очень полезный для дыхательных, легочных и желудочно-кишечных трактов. Барсучий жир очень полезный. А вот мясо я не знала. И бобра. О, бобра. Плотину еще строил тогда. Заводь или плотину. О, помню. Значит, не все это. Так, за 50 лет охоты добыл только 12 штук волков, так по пути. А вот именно вы для этих только шкуры и все. Или делайте с них вот этих вот чучела. Ведь есть же любители таких... Раз. Где же мой Саня убежал? И это Аннушка убежала. Так, жир натопили и струю бобровую. Все лечит. О! За струю бобровую я слышала. У меня друг, одноклассник Серега, говорит, такая Г, такая В. Воняет, но говорит это. Лоренс, привет. Привет, милая, привет. Ты с Таней знакома с нашей поэтесса Охота и Капкан? Здравствуйте. Во, Аннушка зашла. Так. Лариса, здравствуйте. Так, цветы от Фаины я тут не была. Бегали где-то раньше за пару волков дали лося на отстрел. Ничего себе! А чё так? Этот лось так уценился, что ли? Вот лосину я кушала. Очень вкусная. Людмила, здравствуйте. Как погодка на Алтае? Снегу, не холодно? Да, с Татьяной знакома. Охота капканы, настойка на струе тоже делаю. Настойку на струе. Ой, мне этот, как его сказал друг, говорит, она такая вонючая. Так что... Я никуда не убегала. Да, конечно.
Я же видела, что не было никого. Да, струя воняет, но очень полезно. Знаю! Вот именно, что знаю, он пил ее. И он ее заказывал откуда-то, ему привозили, или с Алтая, или вот я не знаю, откуда привозили. Но говорит это, потому что когда я пила это АСД, это такая Г, что не приведи Б. Боже, ой, я вспомнила, мне ж это, мне кажется, у меня после нее все тело воняло. Но результат сногсшибающий. Фаина, здравствуйте. Так, охота и капкан. Михалыч, тебе от Аннушки. Лорин, здравствуйте. Так, я тут, поняла. Да, что-то там. Да елки-палки, что же у меня тут это вылезло, вот это. Так. Да, струя воняет, но очень полезная. Люд, я после этого АСД... У меня новая бутылка была, я ж брала много. Я брала одну такую маленькую, сколько там, да грамм 20, наверное. Ну, как пенициллиновая бутылочка. Брала одну. А одну брала 100-граммовую бутылку так, с размахом, чтобы уже и компрессы, и все сделать, и с глазами. Я только 20 капель смогла догнать, и все. И у меня аллергию как дало, и этот... Не-не, но как она воняет. Я каждый день мылась, и все равно вот ложусь, и такое впечатление, что у меня от этого запах идет. Не, и вот это вот новое у меня стояло. И я Сережке, что-то мы начали говорить, он же переболел этой коровой. Он был единственный в палате, кому не делали прививку. А то все с прививками были. Так вот, когда он пришел, я говорю, я не буду с тобой, зараза, целоваться, ну тебя, этот, потому что у нас всегда обнимашки, эти, ну так, дружеские. Мы с горшка знакомы, то есть друзья с самого детского садика. И родители наши дружили, то есть все нормально. Так вот, он пил это, и я бутылочку достала, думаю, выкину. Он пришел, говорит, а откуда у тебя это АСД? Я, говорит, искал. Я говорю, бери, дарю. Он говорит, ты что, серьезно, что ли? Я говорю, Сережа, она так воняет. Он говорит, я, блин, все, бегал, не мог найти. И я, говорит, ты не пила вот эту струю? Говорит, это такая вонючая, что не приведи Господь. Я говорю, бери, бери, бери. Даже нет, она закаркована полностью, все это. Так, Людочка, наступившим Новым годом, поздравляют. Так, добрый вечер. Да кто ж тут? Кто-то зашел, я кого-то пропустила. Ребята, кого-то пропустила, подождите. Охота, настолько на струе тоже делаю. Так, это я читала, готовим. Утром было около 0, а сейчас минус 12. Похолодало. А в Ростовской области снег лежит или уже растаял? У нас лежит снег, хотя дождь валит с утра. Дело в том, что было ночью минус 4, прихватило хорошо, с утра пошел дождь, под этим льет дождь, а под этим стекло скользкое, никто не посыпает, это ужас. Просто ужас, Лоренс. Людмила, у нас минус 21. Так, Фаина просто не писала. Понятно, Людмила, у нас минус 21. Класс. Цветы, Анна, здравствуйте. Фаина, привет. Так, Людмила, так, тут температура. Жена... Блин, подождите, я ж не могу это. Надежда на похудение, добрый вечер, дорогая, добрый вечер, с праздником тебя. Анна, здравствуйте, от Фаины, Лариса, Фаина, привет, добрый вечер, Нина и весь чат. Добрый вечер,
Анна, здравствуйте. Фаина, привет. Добрый вечер. Да что, не на весь чат. Что же он у меня прыгает? С наступающим Новым годом вас. С наступившим. И с наступающим Рождество вас. Добрый вечер. Так, у меня скачет то туда, как девчата на танцах. Надежда, здравствуйте. Так, привет всем, Натали. Ой, ребята, у Натали там зайдите, посмотрите, какие эти... Житомир какой красивый. Голограмму пустили по этому. Да, Натали, я рыбку купила все-таки сегодня. Копченого этого толстолоба. Но у нас такими вот кусочками продаются. Ну, он сам большой, а кусочки. Вот я один кусочек купила, половину съела. С арбузом, соленым. Да, того. Но было так вкусно, честно говорю. Ой, ребята. Я никогда не ожидала, что вот покупной, или может мне так хотелось. Купила крабовые палочки, хотела купить эти королевские хвостики креветок, потому что я когда с креветок делала салат, я делала именно с хвостиков. А здесь нету на развес. А есть 1500 пачка, но они вот такие, ну, сантиметров по 5. Я продавщица говорю, это что, королевский этот? Или вы штампуете, фасуете, а остальное убираете? Говорю, девочки, ну дайте, пусть по 1500 килограмм, ну дайте хотя бы полкилограмма, говорю. Нету, говорит, вот пачка и то одна осталась. Я говорю, да тут же посмотрите, оно же видно, пачка-то просвечивается, а они вот такие вот. Разве это, говорю, королевские? Вон даже эти креветки, говорю, с мордами и то. А это хвостики конкретно. Я видела в одном магазине большие, но они называются лангусты. Так вот, я брала там. Вкусно, но много не съешь. Я в основном на салат такой беру. Оливье всегда с курицей делаю, этот крабовый салат делаю именно вот, ну, лангусты, пускай уже будет по-современному там, с хвостами от креветок. Но я знаю, что я их почистила, вот эту вот кишку вытянула внутреннюю, у меня они варятся чистенькие. А те, что вот красные, это уже вареные, они с этой кишкой. Беру, конечно, редко, но бывает очень хочется. Беру, но я ее раздолбаю, ее выдолбаю. Хочется себя обмануть, что я вытянула вот то, что кишечник у нее, то, чем она питается. Хоть она там и, как говорится, травка питается, но все равно варится с гамном. А когда сам почистил, чистенькое все, то, конечно, другое. И вот вычищаю, убеждаю, обманываюсь, а когда съем, говорю, ну как, с гамном понравилось? Я говорю, понравилось. Ой, ребят. Так. Что у нас здесь? Величина конкретно по этому, по анализу. Зрителей, количество 119, 16, 8. Активно в чате 2. Двое. Ты, сковородка, и я с тобой, и Людочка с нами. Люд, спасибо тебе большое за поддержку. Реклама работает. Да, работает. Этот у меня включено все. Люда у меня вот на дверях стояла. Долго держат. Да сейчас даже, слышите, ребят, вот я к этому к Роме заходила. У него нету 1000. Вернее, у него есть 1000, но не монетизированный канал. И что вы думаете, у него реклама идет постоянно. Даже на стримах на этом реклама идет постоянно. Поэтому... Они предупреждали, что будут пускать рекламу.
все втулила. А то мне тут ОБС начинает выделываться. И я с вами. Прекрасно. Борщ. Ой, борщ обалденный. Сейчас пойду наемся борща. Сварю лапшу. Реклама рыбки сработала. А, понятно, Наталья. Так, где у меня этот наш... Ну, охотника я заклала, а вот Серегу я не успела. Он не положил ни одной ссылочки. Ничего, найдем. Я прямо зайду, посмотрю, что у него там за мистика появилась. Готовим. Где он мой? Ватсон, где ты? Что это за... Ой, Ватсон, Ватсон, дорогой ты мой, куда ж ты свалил? Переименовал тоже канал. И эту... Не, нету. Надо этот... Чай ходил пить. Понятно. Герман, здравствуйте. Герман с нами. Ребят, зайдите, посмотрите, как человек готовит. Я вчера пончики смотрела, прямо ж... Не было пончиков. Обычно у нас продают, но в этот раз не было. Я купила, но надо приготовить самой. Не, у меня есть другие планы. Так, о, Герман, привет с наступающим Новым годом. А, с наступившим Новым годом. Рождество вы уже отпраздновали, но с нашим наступающим Рождеством вас, Герман. 30 с утра было, у нас сегодня холодно. Вау! Ничего, Фаечка, у тебя в машине тепло, все нормально. На работе тоже тепленько, ты одевайся тепло, все нормально. Шуба есть, так что не жадничай, одевай на работу, пускай видят. А то будет висеть как на вешалке. Похудеешь? Поноси прекрасную такую красоту-то. Так, он на работе. Угу. Так. Ставить. Жена Азера, приветик. Сергей Ватсон на работе. Да, он сказал, у меня сегодня опять дети должны приехать, скоро домой поеду. Но это прекрасно, чтобы на работу не хожу. Что, боишься? Ты ж в машине доехала, приехала, там ее сняла за рулем. Все понятно. Ребят, зайдите, посмотрите у Германа, с чем едят хвосты. И как их готовить. Это, кажется, я у Германа смотрела.
Да. Поздравления. Дед Мороз с Новым годом, но это я посмотрю, что я пропустила у тебя поздравления с Новым годом. Я в основном, слышишь, Герман, по еде, то, что готовится, то это. Ниночка, ты как? Слава богу, нормально пока. Все в пределах допустимого, но уже в мыслях о кухне и о этом, о лапше. Так что, да, еще немножечко и этот, потому что я-то, подожди, 16:30, 17:30, 18. В принципе, уже это достаточно. Надо этот поставить, секундомер. Вот у Ромы надо полазить, там я видела, как ставят. Этот гаджет вытянуть, этот поставить, а этот убрать. Потому что у меня отсчитывало время сначала с этого, а это часы, просто стоят часы. А раньше у меня стояли эти секундомер. И он показывал время, сколько идет стрим. Я переустанавливала, и у меня оно исчезло тогда, я все переустанавливала. Но ничего. Так, подожди. Я начала 4:30. Ню-ню-ню. Так. В 16:30 я начала. 17:30, 18:30. 2 часа! Ой, ребятки, дорогие мои. Еще 3 минутки, и мы будем заканчивать. Я вас очень люблю. Забегайте в гости. Смотрите у друзей борщ зеленый. Нельзя мне зеленый борщ. Обожаю. Просто обожаю его. И готовлю этот. Хоть и нельзя, но когда его ем, у меня сахар аж зашкаливает. Там есть и этот, по почкам бьет. Там же есть кислота в этом щавеле. Поэтому люблю, но я после этого, знаешь, как такая... Ты ж меня видел. Но люблю. Ну что, ребята, до завтра. Готовимся, многие готовятся к Рождеству, у многих с Нового года что-то осталось. Бёж пестрой в крапинку. А этот с крапивой. Супер, у меня бабушка готовила очень вкусный. Этот с крапивой. Зеленый вместо этого щавеля крапива. Вот, Лорин, спасибо большое тебе. Спасибо, милая. Ну что, ребята, я вас очень всех люблю. Пускай все ваши неприятности сгорят в огне. Пускай вам огонек освещает дорогу по жизни. Пусть ваши проблемы решаются по мере поступления. Чтобы все у вас было прекрасно. Чтобы вы достигали своей цели, той, которую вы поставили, и даже выше. Я желаю вам всего самого наилучшего. Я люблю вас. С наступающим Рождеством. Так, Нина, как самочувствие? Ну, по-моему, ты устала, дорогая. Оно видно, что я мокрая же. Хотя у меня открыто и прохладно в комнате. Я кофточку одела. Да я и не снимала ее. Ничего, все нормально. У меня аж регенерация идет. Да, всем, кто сейчас в этом, Аннушка... До встречи, доброй ночи и мирного неба над головой. Все, акула отработала. Всем до встречи на YouTube. Да, ребята, всем до встречи. Я вас очень люблю. Постараюсь выходить с 4 где-то, ну, с 4:30, как получится. Вот, ну, час-полтора. Новых спасибо за теплые слова. Нет проблем. На этом канале вы только это и будете слышать. Это искренне, ребята, это от сердца. Желаю вам всего самого наилучшего, и пускай в вашей жизни будет любовь, а с ней придет все остальное. Удачи, любви, всего самого-самого наилучшего. Я вас очень люблю. И обнимашки 8 раз. Все, до встречи, ребята.